конце 80-х, начале 90-х годов эти песни сводили с ума всю страну. Когда он выходил на сцену, зрительный зал буквально взрывался от восторга. Голос солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова звучал, казалось, из каждого динамика. Реально из каждого утюга. Мне кажется, в помешательстве была вообще вся страна. Белые розы, они просто заполонили весь эфир, и радио, и телевидение. Пик их фантастической популярности пришелся на эпоху, когда интернета и соцсетей не было и в помине. Но его знал в лицо каждый житель СССР. Подросток, который по-настоящему влюбил в себя многомиллионный тогдашний Советский Союз. В конце 80-х годов человека популярнее его в стране просто не было. Та слава, которая обрушилась на этого совсем юного мальчика, и действительно это было какое-то абсолютное безумие. В свои 15 лет Юра Шатунов по известности мог сравниться с Высоцким или Гагариным. Он был таким простым мальчишкой и то, что называется, ближе к народу. «Ласковый май» собирал стадионы. Иногда выступать перед многотысячной аудиторией приходилось несколько раз в день. Толпы поклонниц ездили за своими кумирами по всему СССР. В таком юном возрасте дичайшая популярность – это, конечно, невероятный эмоциональный стресс. Группы «Двойники» «Ласкового мая» гастролировали по всей стране и выступали под фонограмму. Заместо Шатунова, кажется, пел Сухомлинов под фанеру. Я точно не знаю, знал ли Юра, что есть двойники. Записи голоса Юры Шатунова было достаточно, чтобы гарантированно собрать полный зал восторженных фанатов. Можете танцевать? Солистом «Ласкового мая» он оставался 3 года. Это было время невероятной популярности и всенародной любви, которой детдомовец и сирота Шатунов был напрочь лишен в детстве. Популярность, славу и известность можно купить, но любовь народа к артисту это нельзя купить. Это надо заслужить как минимум. Я горжусь тем, что я имею. Как сирота из провинциального детдома стал кумиром миллионов. Предстоит изучить еще астрологам, ученым, эзотерикам, как такое вообще может произойти. Как получилось, что Юру Шатунова сдали в детдом при живой родне? Отца, конечно, он не простил, что вот он его оставил. В чем секрет популярности «Ласкового мая»? Логика Бога, это случилось, значит это так это работает. Как появилась легендарная группа и из-за чего распалась на пике известности? Почему Шатунов не получал ни копейки за свои выступления? И куда делись миллионы долларов, которые он заработал? Помню, как он говорил мне: ты аккуратней будь с контрактами. Из-за чего рассорились участники «Ласкового мая»? Кто лишил Шатунова права исполнять хиты, которым подпевала вся страна? Это же все бизнес. Все люди хотят получить свой кусочек. Почему любимец миллионов бросил все и уехал в Германию? И для чего вернулся спустя почти 10 лет? Я прекрасно понимаю, что такое шоу-бизнес. Как получилось, что сутки после инфаркта Шатунов оставался без помощи врачей? Он же сутки ходил в таком состоянии, и наступило резкое ухудшение. Что оставил после себя человек, ставший при жизни легендой? И чем больше всего дорожил? У меня целых 2 счастливых дня в моей жизни. Впервые на телеэкране дети Юрия Шатунова, которых он прятал от внимания прессы. Я узнала то, что мой папа популярен от мамы и от папы. Каким запомнили Шатунова нынешние звезды? Пару слов перекинулись, и я почувствовал, насколько он теплый и замечательный человек. Кумир огромного количества тех людей, которые сегодня продолжают творить на эстраде. Юра Шатунов появился на свет 6 сентября 1973 года в городке Кумертау на юге Башкирии. Брак родителей был несчастливым, а ребенок нежеланным. Будущий папаша не взлюбил наследника еще до рождения. Настолько, что отказался давать ему свою фамилию. Детство Шатунова, оно было ужасным.
Он был никому не нужен, его никто не любил. Ну и, во-вторых, вы понимаете, это была деревня. Что вы хотите? Там все пили. И когда у его отца случился приступ ярости, уж не знаю, был он трезвый или был выпивший, но он практически задушил Юру подушкой. И спасла только бабка Юры, которая примчалась на эту возню, на эти крики, в дом, отшвырнула отца и спасла Юру. У интернатских пацанов это всегда так, они особо не распространяются насчет вот этой своей личной жизни. Я полагаю, что это наложило определенный отпечаток, травму, которую просто не хотели поднимать на людях. Отец рано ушел из семьи. Вскоре мать вышла замуж во второй раз и переехала в деревню. Приемный отец относился к пасынку не лучше родного. Юра рос, конечно же, непослушным ребенком. Он убегал из дома. Когда мальчику исполнилось 11, мать сильно заболела. Через 2 месяца ее не стало. Она умерла в 29 лет, у нее был инсульт. После этого Юра поехал к отцу в город Кумертау. Отец его не принял, сказал, что у меня своя семья. Юру взяла на воспитание родная тетя. Но, чувствуя себя ненужным, он стал убегать и от нее. Иногда месяцами бродяжничал. И было принято решение определить Юру в школу-интернат, город Оренбург. Зашел такой парень в спортивной шапке, петушок, что ли, назывался тогда. Скромный такой. Его на уроке биологии его завели, посадили. У воспитанников казенных учреждений для несовершеннолетних было 2 проторенные дорожки – попасть в колонию или спиться. Но именно в детдоме Шатунов получил свой шанс. В кружке художественной самодеятельности. Юра с ранних лет любил петь и играть на гармоне. Он играл прям вот без нот, сам все это. Мы как-то даже и стеснялись перед ним петь, потому что у нас-то голосов нет. А вот он играл и пел. Нотной грамоты он не знал, но выучился играть и на гитаре, наспор с другом. А вообще, если говорить честно, я не за день научился играть, я научился играть за ночь. Руководитель кружка Сергей Кузнецов, работавший в детдоме киномехаником, искал солиста для своей музыкальной группы. Я послушал его, классно. Начали мы заниматься. Первая песня у нас была «Вечер холодной зимы». Дебют Юры Шатунова состоялся в конце 1986 года на новогоднем концерте в интернате. За несколько минут до выхода на сцену выяснилось, что коллектив надо как-то представить зрителям. Над названием долго не думали. «Ласковый май» — это слова из одной из первых песен «Лето». Кажется, длинная зима. Но ласковый май вступит в права. С нами мечта остается июльского солнца. И время придет, и заплачут сугробы, и все расцветет, поскорей было, чтобы. Группа быстро стала популярной у местной молодежи. Выступали на дискотеках в интернате и местном доме культуры. На сцене Юра Шатунов был в своей стихии. Талант, он же не учился нигде. И, в общем, может, даже это и к лучшему. Просто он выходил, пел. Артистическая харизма вот эта вот, она у него присутствовала. Этим он подкупал. Но лавры звезды детдомовских дискотек Юру не прельщали. И тогда, и в расцвете карьеры он всегда мечтал о большем. Хочется чего-то большего, то есть быть более популярным, чтобы были очень хорошие песни, чтобы их любили, слушали. Ждать здесь не надо, здесь просто надо работать и все. Чтобы достичь чего-то, надо очень долго работать и упорно. Весной 1987-го Юра Шатунов выступил на смотре творчества школ и детских домов. Публика рукоплескала. А вот жюри, состоявшему из чиновников, не понравилось, что ребенок поет о любви. Думаем, сейчас Юра как жахнет и как нам первое место принесет. Кошмар! Поднимает жюри. 3, 2. Я в шоке, вы понимаете? Это вот зал, вот мальчишки и девчонки аплодируют стоя,
а жюри ставит такие баллы. Не то, что не понравилось выступление, а написали докладную записку в интернат, директору интерната, о том, как она учит своих детей и что, какой вкус она им прививает. Все поют пионерские песни, там, «Взвейтесь кострами синей ночи», вместе весело шагать по просторам. А тут выходит 14-летний Шатунов и начинает петь песни о любви. Сергея Кузнецова уволили. В таком полуподпольном режиме буквально на коленке был записан первый альбом «Ласкового мая». Голос Юры Кузнецов просто наложил на запись инструментальной фонограммы, сделанную на обычный магнитофон. 7 композиций, среди которых «Белые розы» и «Седая ночь». Именно они сделали Шатунова звездой, а группу суперпопулярной. Сергей говорил так Юрке: Юр, а у тебя нет шансов быть не звездой. Ты будешь звездой, хочешь ты этого или не хочешь. Но как несколько детдомовцев, впавших в немилость у большого музыкального начальства, могли заявить о себе публике? О гастролях не могло быть и речи, как и о публикациях в прессе и тем более выступлениях по радио или на телевидении. Выход нашел Сергей Кузнецов. Он отнес в ларек звукозаписи на вокзале фонограмму первого альбома. Владелец ларька дал ему за нее 30 рублей. Когда Кузнецов отдал кассету на Оренбургском вокзале, через неделю эти песни слушала вся страна. Запись случайно услышал будущий продюсер коллектива Андрей Разин. В то время он был менеджером группы «Мираж», имел хорошие связи в музыкальной среде. Он понял, этот голос покорит страну, и это его шанс. Разин разыскал музыкантов в Оренбурге. После скандала с чиновниками, которые поставили крест на «Ласковом мае», Кузнецов ушел в загул. Шатунов и вовсе сбежал из детдома и снова где-то бродяжничал. Я убегал, и он убегал. В подвалах жили, хладокомбинат, молокозавод, хлебозавод. Мы туда ходили, кормились. Булки, молоко, мороженое, все. Когда была смена добрая, то есть нам сами давали, нас ловили. Поджиги такие были, раньше делали, которые дробью стреляют. И у него что-то осечка. Пришли в интернат, он давай прочищал, и как он дал ему в руку. В общем, дробь пошла и загноилась. Однажды Юра чуть не погиб под колесами поезда, потому что он частенько забирался в вагоны с углем, и в этих вагонах уезжал подальше от Оренбурга. В самом начале кандидатов на роль участников «Ласкового мая» помимо Шатунова было несколько. Для развития карьеры группы нужно было ехать в Москву. Когда Юра вернулся в интернат после побега, то узнал, что его брать в столицу начальство не позволило. Слишком неблагонадежный. Да и на каком основании отпускать детдомовца? Звонок в дверь. И заходит пацан такой загорелый, взъерошенный, видно, что в такой вот интернатовской форме. Я понял, кто это. Вот, зашел Юра, взволнованный, и сразу как бы так, говорит: Кусь, ты, говорит, обалдел? Я что, говорит, никуда не еду? Он говорит: хорошо, пусть не бери. Ну ты же знаешь, что я все равно убегу. И вот когда поняли, что если он убежит, то придется его искать. После первых же концертов стало ясно. Именно Шатунов должен быть голосом и лицом группы. Кузнецов стал художественным руководителем, а Разин – продюсером «Ласкового мая». Если бы Разин не услышал в свое время эту кассету, «Ласковый май» бы не развалился никогда. Тогда музыка Шатунова, она уже летала в воздухе. Если это был бы не Разин, появился бы кто-нибудь другой однозначно. Это, скорее всего, был бы Юра Розеншпис. По легенде, Андрей Разин бесплатно раздавал кассеты проводникам поездов дальнего следования и даже доплачивал владельцам киосков звукозаписи, чтобы именно «Ласковый май» звучал из них на полную громкость. Это очень красивая легенда. Андрей Саныч всегда был мастером сочинять такие истории, которые придавали ему значимости. Можно представить, сколько нужно было задействовать ресурсов, чтобы раздать вагон магнитофонных кассет по поездам, и сколько бы времени на это ушло. «Ласковый май» и песни Шатунова были тогда безумно популярны, и проводники ставили их, потому что им самим нравилось это слушать, а заодно врубали на весь вагон. За 2 года с каждого утюга, с каждого вагона эта практика придумана, я не знаю кем, но только не... Он сам же, как я знаю,
ехал куда-то и в поезде услышал «Ласковый май». Шатунова услышали тысячи людей в разных концах страны. На группу посыпались предложения выступить. Звукозаписывающие студии огромными тиражами выпускали кассеты с их песнями. И уже сами платили Разину. Когда появились «Белые розы», я очень хорошо помню, когда на машинах продавали, на «Жигулях» стояли эти кассеты, и прямо как горячие пирожки они разлетались около метро. Звездой Юра стал практически в одночасье. А ведь еще недавно о сцене он и не помышлял. Музыка была для него одним из многих увлечений. Какой самый безумный поступок я совершил в своей жизни? Самое безумное это то, что я вышел на сцену. Я занимался спортом, это была моя идея фикс. Я играл очень здорово в хоккей. Я играл левый крайний нападающий, причем в основном составе. Это еще когда я учился в интернате, у нас была команда. И перспективы, в принципе, были хорошие, потому что я как бы и физически достаточно природой не обделен, да, скажем так. Могу работать и работать очень долго. Но получилось так, как получилось. Одну из композиций Юра записал в перерыве между периодами хоккейного матча прямо в форме и коньках. А через несколько месяцев после приезда в Москву «Ласковый май» собирал полные залы по всей огромной стране. Однажды группа 13 дней подряд выступала в спорткомплексе «Олимпийский». Все билеты... Пал Юрий Шатунов и вообще «Ласковый май». Люди ощущали себя частицей этого коллектива. Они ощущали себя частицей этих песен, этой поэзии, этих слов. В то время, когда огромное количество лжи, цинизма, фальши. Удивительно, но невероятный взлет популярности группы и изменения в своей жизни детдомовец Юра воспринял как должное. Когда мы приехали в Москву и поехали там на первые гастроли, вот, конечно, для нас это был шок. Но я бы не сказал, что это оказалось шоком для Юры. По-моему, он себя вел совершенно спокойно. Шутил, играл, бегал. Он садился за барабаны, что-то там колотил. Но по мере заполнения стадиона вот, уже начиналась небольшая паника. А он как будто там родился. То есть для него не было никаким шоком. Он прекрасно владел с публикой. На пике популярности «Ласковый май» давал иногда по 5 концертов в день. Одного появления Юры на сцене было достаточно, чтобы аудитория позабыла обо всем. В жизни у каждого есть какая-то своя миссия. И, может быть, даже сам Юра не мог ее для себя сформулировать. Да? Но каждому брошенному ребенку, оставленному в детском доме, да, дает надежду, что и у тебя может получиться. Юра Шатунов и «Ласковый май» появились в нужное время в нужном месте. Подростковых групп в стране просто не было. Пока в эфире Гостелерадио детско-юношеский хор исполнял идейно правильные песни, одобренные в высоких кабинетах, во дворах под гитару пели совсем о другом. Так как в ничего современного в Советском Союзе эстрадно-музыкального, легкого не было, да, то вот он как глоток какого-то свежего воздуха, и получилось, что у каждого человека в России, да, какой-то свой момент, связанный с той или иной песней. Да? Кто-то целовался, кто-то женился, у кого-то день рождения, у кого-то белые розы, кто-то расстался. Да? И получается, что вот на стыке тоже вот этих энергий Юра Шатунов становится культовым певцом. Эти песни были искренними и настоящими, понятными поколению 13-15-летних. И это был безошибочный путь к сердцам миллионов. Я думаю, что найти свою аудиторию – это, конечно, мечта любого из артистов. Приятно же думать о том, что на твоем концерте плачет какой-нибудь седовласый старец. Или, например, совсем юная девочка. Собственно, это, наверное, и есть успех. На песнях в исполнении Юры Шатунова выросло не одно поколение. Многие позже сами стали знаменитыми артистами. Юра Шатунов – это бриллиант моего счастливого детства. Детство мое проходило в основном в деревне, конечно, отправляли к бабушке с дедушкой. Вот. И я помню, что до дыр мы заслушивали, конечно, эти кассеты на магнитофоне «Электроника». Сценический образ Шатунову не пришлось выдумывать. Он просто выходил на сцену и был собой. Вот как сам Юра говорил о своем творчестве. И за всю свою жизнь не могут найти той самой нотки одной, которая их сделает счастливыми, возможно, да? В моем же случае все выглядит по-другому. Оказывается, я просто знаю, какие мне ноты нужны. Я знаю. И получается так, что эти ноты
каким-то образом очень много людей будоражит. Говоря языком современного шоу-бизнеса, Шатунов стал солистом первого советского бойс-бенда. Мальчишки переходного возраста пели именно о том, что волнует их ровесниц. У меня «Сатурн» был бобинный магнитофон, на котором «Ласковый май». Я приходила со школы, врубала на всю катушку «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты?» И открывала балкон, и мы просто, фанатели. Ему доверяли не только как певцу, но и как человеку. В нем они не видели лжи. В нем они видели только вот родного, близкого человека. Еще вчера никому не нужный трудный подросток из детдома превратился в секс-символа поколения. Толпы фанаток осаждали артистов, пытались прорваться в гримерку, караулили у входа на стадион или концертный зал, засыпали признаниями в любви. Вся моя школа – это были фанаты. Девочки рыдали. С нами же постоянно телохранители вот такие ходили, большие. К телу вообще не допускалось никогда никого. Нездоровый ажиотаж был, просто нездоровый. Истерики, волосы рвать. Пожалуйста, не отдавайте записку в сторону. Мы серьезно хотим с вами познакомиться. Психика 15-летнего мальчика не была готова к такому ажиотажу, но он просто их опасался. И это было про видео, это было про игрушки, это было про машины, еще что-то, но это правда было не про поклонниц. В 80-е годы девчонки, как на ваших концертах, рвали блузки на себе. По сути, ничего не поменялось. Все зависит от количества алкоголя, а так все то же самое. Не бойся, не бойся, не бойся, ведь я не отдам тебя никому. И пусть не надеется осень, в холодную ночь мне не быть одному. Первые какие-то влюбленности такие были. Мне нравится девочка, играет песни Шатунова, не бойся, я там представляю, что я там ее защищаю. Вместе с популярностью пришли и большие деньги. За день 15-летний Юра Шатунов зарабатывал больше, чем хороший инженер за месяц. Номинально у него ставка была 150 рублей с концерта. Вот. У всех остальных солистов, она была, у солистов именно, да, она была 100 рублей. Деньги для него не представляли интереса. Да, ему что-то покупалось. Все участники «Ласкового мая», кроме Кузнецова, были несовершеннолетними. Поэтому денежные потоки шли через продюсера Андрея Разина. Зарплаты платили регулярно, без задержек. 30 рублей с концерта. По тем временам огромные деньги. В целом, работая в «Ласковом мае», участник коллектива мог за 3 месяца купить себе «Жигули». Было очень много штрафов. Разин штрафовал за все. За курение, за алкоголь, за опоздание, за то, что в номере могли находиться поклонницы. С нас с Юркой вообще штрафы не касались. За алкоголь, вот все что угодно. Куда эти штрафы девались, знал только Разин. Они, естественно, шли к банкиру в карманах. Финансами он распоряжался по своему усмотрению. Часть денег выдавал ребятам наличными, часть клал на сберкнижку, часть вкладывал в выгодные, как казалось ему, бизнес-проекты. Свой первый гонорар, 100 рублей, Юра Шатунов раздал друзьям. Юрка очень был добрый. Все, что у него было, он готов был поделиться всем. Вот у него есть конфеты, он полконфеты даст. Там, не знаю, там, сначала всегда предлагал воспитание детдома. Пользоваться деньгами ребенок, живший на государственном обеспечении, просто не умел. И своих звездных гонораров Шатунов на руки не получал. Поэтому он просто говорил продюсеру, что ему нужно, и ему покупали. Мальчик с широко открытыми глазами в столице, он здесь впервые. Рижский рынок, где и одежда вся покупалась. Все первые варенки были там куплены, но в основной этот акцент делался на игрушках, как это ни странно, да, там и роботы, еще что-то там, игровые приставки, там самые первые. В какой-то момент Юра захотел КАМАЗ, и ему купили и дали КАМАЗ. В каждой гостинице стояли тогда игровые автоматы, и 15 копеек, морской бой, ралли, охота, и вот практически огромное количество денег ребята, в том числе Юра, просаживали в эти игровые автоматы. Сидит Васильевич, давай мне сразу хвастаться, у него плеер Sony такой, железный, крутой. Едем на рынок, он меня с иголочки все одевает, там майка, там свитер, пуховик крутой, джинсы, варенки. Видеомагнитофон встроенный в телевизор. Вот все вот эти мечты у нас. Автор песен Сергей Кузнецов часто выходил на сцену в нетрезвом состоянии.
А вот трудный подросток Юра, который по собственному признанию с 6 лет курил, а в 12 иногда прикладывался к бутылке, с вредными привычками завязал. Его допингом стал «Ласковый май». Сначала пацану повезло, а дальше это каждодневный труд. Абсолютно каждодневный. Частью обязанностей Шатунова в статусе суперзвезды было общение с прессой. Журналисты записывались на интервью за месяцы вперед. Юра Шатунов может быть таким доступным, таким человечным, таким... Нет. Почему? Имидж, работа такая. А что такое имидж Юры Шатунова, на твой взгляд? Ну, на мой взгляд, имидж это... То есть не раскрытый полностью человек, чтобы этот человек привлекал к себе внимание поклонников своих. Шатунов не раз признавался, эта сторона работы была самой сложной. Журналистов он не любил. Это люди, которые не знают моего творчества, не знают обо мне ничего. Они просто слышали где-то что-то, какие-то сплетни собрали из желтой прессы и написали еще одну желтую статью. У Шатунова хватало врагов и в музыкальной тусовке. Коллеги по цеху всегда завидовали его фантастической популярности и таланту. Завидовали ему, потому что сохранить вот эту всю аудиторию, да, идти с ней по жизни. И теоретически ему не нужно было петь ничего нового, да, люди были готовы слушать эти песни, ностальгировать, медитировать, да, возвращаться в какие-то счастливые моменты. Они не могли ему, честно, так простить. Всю недолгую историю группы ее сопровождали слухи, интриги продюсеров и артистов. Многие считали, что «Ласковый май» отбирает у них славу и заработки. Конечно, ощущали давление и негатив в то время, когда в Москонцерте звезды наши получали 6-7 рублей с концерта. У меня было 15. Недоучки, выскочки, кто такие вообще? Ну, вы знаете, действительно, отличников у нас как-то всегда гнобят, если честно сказать. Вот. Зависть имеет очень большой удельный вес в отношении к таким артистам. И, не знаю, наверное, это тоже влияло очень сильно на... А, как правило, такие люди, как Шатунов, они слишком такие легко ранимые и не способны бороться за свои права. Недоброжелатели заказывали порочащие материалы в прессе. Ну, слухов ходило очень много. Правда, в основном они ходили вокруг Разина. Самый основной слух, что он племянник Горбачева, в те годы, конечно, в это верили, потому что, проверить было невозможно. Про Шатунова тоже ходили слухи, что он круглый сирота, хотя, конечно, эти слухи распространял сам Разин, потому что гораздо выгодно было подавать Юру как круглого сироту. Так можно было решать любые вопросы, связанные с его судьбой и, собственно, и с работой в группе. Ходили слухи, что группу крышуют воры в законе. Я прекрасно помню, как первый раз, приехав в Ленинград, руководители группы пошли искать контакта с тамбовской преступной группировкой, потому что они прекрасно понимали, приехав в чужой город, им сразу надо договориться с бандитами. Практически не было никакой информации ни о Юрии Шатунове, ни о группе «Ласковый май», ни на радио, ни на телевидении, ни в газетах, что потом, кстати, помогло недоброжелателям издать кучу негативных публикаций про «Ласковый май». Бредовый был слух, я даже предполагаю, откуда он пошел, что Юрка сын Элвиса Пресли. Но у журналистов хватало и реальных поводов лишний раз пройтись по «Ласковому маю». Известно, что Разин отобрал у Шатунова паспорт. На всякий случай. Писали и не без оснований, что Кузнецов без бутылки не проводит и дня. Правдой были и статьи, что в погоне за деньгами Разин создал несколько официальных составов группы. Кроме этого, загримированные под Юру артисты гастролировали по всей стране и выступали под фонограмму с его голосом. Только в 88-м и 89-м двойники дали 2500 выступлений. Ни Шатунов, ни Кузнецов об этом поначалу даже не знали. Когда Сергей приехал в Зеленый театр, что это там был концерт, и там вышел какой-то «Ласковый май», он говорит, я был в шоке. Вот, Сергей, так надо на первом этапе. Нам нужно заработать деньги, чтобы там потом двинуть основное. Естественно, как Кузя мог к этому отнестись? Он, естественно, очень болезненно к этому отнесся. Он же поэтому сразу и рванул искать его Юрку. Значит, тема с двойниками развивалась следующим образом. Она длилась ровно до приезда Юры Шатунова в город Москву. Парадоксально, но именно в период наибольшей популярности Шатунова оказалось, что он в проекте «Ласковый май» не очень-то и нужен. Андрей Разин зарегистрировал группу на свое имя еще до приезда Шатунова в Москву.
Уволив Кузнецова, он стал единолично ей управлять. Исполнителей, готовых заменить Шатунова, продюсер тоже подготовил. Он же контролировал и доходы артистов. Ну, у него в определенный момент времени, конечно же, не то что интерес, даже потребность в деньгах возникла. Я помню, когда я впервые приехал в Москву в квартиру к Андрею Разину, там была комната, которая была, вот с одной стороны, она была сплошь забита плакатами и Разина, и Ласкового мая, а с другой стороны стояли мешки с деньгами. Там были рубли, трешки, пятерки. Когда группа приезжала в какой-то город на гастроли, и первым делом администрация отправлялась в ювелирный магазин и на полученный аванс за концерты скупала все, что там было. Огромные гонорары Юры Шатунова Разин вложил в покупку нескольких санаториев в Сочи и продал их в самый неудачный момент, когда цены на недвижимость рухнули. Были между участниками коллектива и творческие разногласия. Разин хотел сам выступать на сцене, а Кузнецов был категорически против того, чтобы это было под вывеской «Ласкового мая». Во многом из-за этого автор всех хитов Шатунова ушел из группы. К 1992 году проблем финансовых, юридических и организационных накопилось столько, что «Ласковый май» распался, а спустя годы Шатунов и Разин начали решать их в суде. Дело в том, что, ну, а что Разин еще в этой жизни может? Вот. Да, когда-то он все это там путем обмана, что уже доказано. Он украл эти песни и названия. У Сергея Кузнецова все это украл, отнял. После ухода Шатунова группа продолжала выступать. В ней сменилось около 10 солистов. Однако успех того самого первого «Ласкового мая» повторить не удалось. Но Шатунова тоже не забыли. Только вот писали теперь не о его творчестве, а о судах певца с продюсером. Если мы посмотрим суть всех исков, это все признание авторскими правами за Шатунова. Соответственно, Юрке захотелось вернуть все как бы это на круги своя. По словам Разина, в 2013 году Юрий Шатунов за $305 тысяч продал ему все права на песни, на свое изображение, на свое имя, на свою фамилию, вообще на все, что связано вот с понятием Юрий Шатунов. Только вдумайтесь. Я спрашивал так, ну поверхностно, как там, все нормально? Он говорит, да все нормально, боремся, победим и типа... Правда, на нашей стороне. Могу сказать только одно. Люди не ведают то, что они творят, к сожалению. Может быть, причина такой ранней смерти у Юры тоже были те нервы и тот стресс, который был связан с этими судами, с этими разборками. Интерес к творчеству «Ласкового мая» угасал так же быстро, как и появился. В 1991 году Советский Союз распался, и людей заботило совсем другое – инфляция, реформы, всплеск криминала, безработица. Творчество больше не приносило денег. Нужно было как-то выживать. Дошло до того, что звезде «Ласкового мая» как-то пришлось подработать дальнобойщиком. Несколько концертов удалось организовать в Германии. Потом мы с ним целый месяц ездили по Германии, гастроли такие у нас были. Мы жили в одной гостинице. Я такую фразу сказала, что ну зато, я говорит, совершенно не жалею, что у меня вот так, ну так было в детстве. Зато сейчас, где я вот окажусь в 3 часа ночи на улице, в любом городе вообще, где просто посреди непонятно вообще где что, я не пропаду. Я где-то там витрину разобью, что там стащу, что... ну короче, я выживу. В Германию в 90-е уехали сотни тысяч русскоязычных выходцев из бывших советских республик. Это была аудитория, которая знала, любила и ждала своего кумира. Так гастроли превратились в переезд. В Германии Юра Шатунов успел освоить профессию звукорежиссера и сделать то, о чем давно мечтал. У меня семья планируется 33-35 лет, не раньше. Я должен быть к этому готов как минимум, чтобы иметь рядом с собой человека, который бы мог хотя бы понимать меня элементарно. С будущей женой Светланой Юра познакомился на новогодней вечеринке в отеле, где отмечала праздник русская диаспора. Супруга Шатунова с детства жила в Германии. О «Ласковом мае», конечно, слышала, но кто такой Юра, не имела понятия. Светлана человек непубличный, да и Шатунов свою семейную жизнь всегда ограждал от чужого внимания. Он боготворил ее в буквальном смысле. Он характеризовал ее всегда как мать, такую потрясающую мать своих детей. Во многих основных для него вопросах она всегда шла ему навстречу. Ну, каждая женщина должна понимать, что такое жить с популярным артистом.
Это вечное ожидание мужа с бесконечных гастролей. Это возможность общения с неадекватными поклонницами, которые могут терроризировать звонками, иногда даже угрозами. Может быть, Юре вот и необходим был такой спутник жизни, вот как Света, которая никуда не лезла, ни во что не встревала, и просто создавала ему уют, быт, рожала детей, воспитывала их. В 2006 году у Шатуновых родился сын, которого назвали Денисом. В 2013-м – дочь Стелла. У меня целых 2 счастливых дня в моей жизни, причем особенных, важных и очень значимых для меня. Это рождение моего сына, это первый день, ну и второй день, конечно же, рождение моей дочери. Это самых 2 счастливых дня. Отсутствие собственной семьи сказалось на нем как на потрясающем отце. Своих детей Юра Шатунов также оберегал от внимания прессы. Сегодня они впервые появляются на телеэкране. Узнал я, что папа знаменитый артист от воспитателей в садике, от мамы. Я же спрашивал тоже, почему там показывают по телевизору. А реакция была, образно говоря, я почувствовал себя немного особенным. Денис еще не решил, кем хочет стать. А дочь говорит, что свой выбор уже сделала. Я бы продолжала заниматься музыкой, потому что я хочу, чтобы папа мной гордился. Я горжусь своим папой очень сильно, потому что он стал кумиром для всего мира. Все свободное время Юрий старался проводить с семьей. Получалось это не так часто, как хотелось. Я настолько был погружен в процесс, рабочий процесс и творческий процесс, что однажды, вернувшись с гастролей, я зашел в дом, и меня собственная дочь не узнала. Она повернулась к матери и сказала: мама, а что за дядя вообще к нам в дом зашел? В Россию Юра приезжал на заседание судов с Андреем Разиным. Шатунов смог отсудить $10 миллионов, то, что осталось от его гонораров. В начале 2000-х приехал на гастроли. Оказалось, за 10 лет его не забыли. Я прекрасно понимаю, что такое шоу-бизнес, и попасть сюда надо либо имея много денег, либо что-то такое, что написано на лбу. Вот, наверное, у меня второе, поскольку то, что происходит сейчас, вы все видели. Но я не стараюсь кого-то поразить своей пластикой там или еще чем-то. Я не умею танцевать, я не танцую. Я не умею говорить там о каких-то пламенных речей со сцены. Я этого и не делаю. Я умею петь, я пою. Да, мало кто знает, но первым исполнителем песни «Тучи», которая потом стала популярной в репертуаре группы «Иванш», был Юра Шатунов. В 2000-х Шатунов написал несколько новых альбомов. И там снова были хиты. Видеоклипы на них снимал давний товарищ, режиссер Александр Игудин. Когда Юра вернулся снова на сцену сольным исполнителем, он уже сам попробовал себя как автор песен. Более того, к счастью, он помирился с Сергеем Кузнецовым, и Сергей Кузнецов снова стал писать для него песни. Капризный май и теплый вечер, весенний луч согреет встречи, мою любовь к тебе навечно, пусть сохранит наш майский вечер, наш теплый вечер. С этого момента очень много появилось песен, которые уже в новом репертуаре Юры Шатунова люди полюбили. Прежней популярности у Шатунова не было, но преданные поклонники все так же его любили, ждали и приходили на концерты. Это вы меня ждали 19 лет. Где же вы раньше были вообще? Но, конечно, все мечтали услышать в его исполнении хиты «Ласкового мая» конца 80-х. Однако спор с Андреем Разиным за авторские права разгорался с новой силой. В интервью Шатунов уверял, если что, то он и без старых песен прекрасно ладит со своей аудиторией. Не имеет значения абсолютно, где выступать, неважно какая площадка. У меня огромная группа одноклассников. Сейчас без этого никуда. Я могу спеть для вас, сидя под гитару. Это тоже будет выступление для меня. А вы будете просто сидеть и слушать. Вам будет клево. И мне будет клево. И все же Юрий мечтал исполнять именно свои старые песни. Многолетняя судебная тяжба с Андреем Разиным за авторские права продолжалась. Шатунов очень жалел, что к композициям, которые стали хитами именно в его исполнении, он теперь как бы не имеет отношения. Будь аккуратна с контрактами, потому что очень важно. Меня там где-то как-то вот вокруг водили за нос, и где-то я что-то не уследил. Не повторяй моих ошибок. В суде Шатунов уверял, что автор песен Сергей Кузнецов передал права ему. Но Разин предъявил в суде договор за подписью Кузнецова, что распоряжаться творческим наследием композитора может именно продюсер «Ласкового мая».
В 2022 году в этой тяжбе произошел неожиданный поворот. Экспертиза признала, что подпись Кузнецова в договоре о передаче всех авторских прав Разину подделана, а значит, Юрий Шатунов имеет на них полное право. Потому что в народе ни для кого не было никаких сомнений, да, кто тут единственный автор и законный их исполнитель. Вот этими судами Юра Шатунов хотел, собственно, отсудить у Разина обратно права. Рано или поздно справедливость, она всегда торжествует. Другой вопрос, что та цена, которую Юра заплатил за торжество этой справедливости, оказалась очень несправедливой. Через неделю после суда Юра Шатунов проводил вечер с друзьями за городом. В какой-то момент пожаловался на боль в сердце и выпил обезболивающее, но ему становилось хуже. Друзья вызвали скорую, но ждать ее пришлось бы долго. Поэтому решили везти Юру в ближайшую больницу самостоятельно. Здесь помочь ему не смогли. Шатунова на старой скорой без спецоборудования повезли в кардиологическое отделение Домодедовской больницы. Привезли уже в состоянии клинической смерти. Реаниматологи 1,5 часа пытались вернуть его к жизни. Пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности, которая была вызвана инфарктом миокарда, обширным инфарктом миокарда. Причем инфаркт миокарда был не свежий, как мы говорим, это была примерно суточная давность. То есть он уже сутки ходил в таком состоянии, и наступило резкое ухудшение. Ну, нервики, они любого, подкашивания любого человека. В общем, часто сами себе ставим диагнозы, и, в общем-то, инфаркт можем принять за большой стресс или усталость. Он обращался к врачам, но, видимо, не к тем врачам. Если еще женщины как-то об этом думают, то мужчины, заболела, заколола, пройдет, как всегда. Конечно, у меня же концерты, работа, у меня семью кормить надо. Понятно, что Шатунов не хотел, чтобы новость о том, что его привезли в больницу, госпитализировали и отменили тур, он не хотел, чтобы эта новость разлетелась посредством массовой информации. У Юры были большие обязательства. Все концерты, которые он работал на износ, он не захотел ни от одного из них отказываться, поскольку ему нужно было и деньги, и в семью нести. Юру можно было спасти от этой смерти. Если бы я сейчас его увидел, я бы его абсолютно точно положил бы в больницу. По словам врача, алкоголя в его крови не обнаружили. Причиной инфаркта стала холестериновая бляшка, закупорившая сосуд в сердце. Что приводит к бляшке? Это и нарушение диеты, наверное, какой-то сложный образ жизни, и курение, а с учетом того, что у него был плотный гастрольный график, как мы знаем, как сказал нам директор, это физические и эмоциональные нагрузки, которые также могли спровоцировать вот такую ситуацию. В последние дни перед смертью Юра много работал, давал концерты своего тура, участвовал в съемках телепередачи и очень волновался по поводу предстоящего заседания суда с Андреем Разиным. Очень переживала за судов. Очень. Остались ли люди, которые еще могут верить словам Андрея Разина? Если кто-то и убил Юру, то это, наверное, он. Своими судами, пересудами, скандалами. Такое скопление народа Троекуровское кладбище не видело никогда. Не могу поверить, просто не могу. Десятки тысяч людей приехали проститься с Шатуновым. Очередь занимали с ночи. Некоторые стояли по несколько часов на 40-градусной жаре только для того, чтобы принести ему букет белых роз. Я был на похоронах Юры, и это как-то так не вязалось. Такой молодой, и его не стало. Наверное, на все воля Всевышнего. Он один из таких легендарных артистов, который навсегда останется в сердце и памяти каждого человека. Провожали в последний путь Юру и самые близкие. Супруга Светлана, дети, Сергей Кузнецов. А вот коллег по цеху на похоронах почти не было. Но был народ, все в цветах. Это не то, что там букеты, это просто горы цветов. Это, конечно, говорит о народной любви. В день, когда Юрию Шатунову исполнилось бы 50, на его могиле установили памятник. Скульптор Виктория Тищенко говорит, что идея пришла сразу. Артист со сцены смотрит в зрительный зал. Но сделать именно так, как задумано, никак не получалось. И тогда я прям очень сильно распереживалась и как-то пришла в мастерскую, открыла памятник, стою, смотрю и говорю: Юр, помоги.
И, в общем-то, как-то вот после вот этого моего обращения, как-то вот что-то, пришло, что ли. За 48 лет жизни Юрию Шатунову выпало испытаний столько, что хватило бы и на несколько судеб. Предательство близких и любовь самых родных, богатство и бедность, годы славы и периоды забвения. Он был не только кумиром, но и примером для миллионов. Несмотря ни на что, человек может преодолеть все и стать популярным и любимым артистом. Это, наверное, дало какую-то мотивацию для многих людей, которые не только в культуре, не в искусстве, но реализовали себя и в других каких-то профессиях. То есть это был посыл, и он был очень важный, что если ты мечтаешь, у тебя обязательно это получится. Феномен мальчика из провинциального детдома, взлетевшего к самым вершинам, пытались разгадать при жизни Юры Шатунова и после его смерти. Хотя он никогда и не скрывал свой главный секрет. Я всегда был счастливым. Если ты несчастлив и злой выходишь на сцену, это видно. Ты должен дать заряд энергии, чтобы люди были веселые, довольные, с улыбкой, на позитиве. Вот, по сути, профессия артиста. И на этом все.